Здравствуйте, любители BTS сегодня. Что побудило Ким Тэхёна, одну из самых известных мировых икон в южнокорейской индустрии развлечений, сделать неожиданный шаг сразу после посещения шоу «Сырлин» в Париже? И что еще более важно, почему реакция Чингука, коллеги-участника BTS, который также стал в центре внимания общественности вскоре после этого, вызвала волну спекуляций и беспорядков среди членов ARMY по всему миру? Является ли это признаком того, что что-то более масштабное происходит за кулисами обычно сильно контролируемой индустрии К-поп? В удивительном и запутанном развитии событий внутренние источники сообщили, что вскоре после престижного мероприятия «Сырлин» в Принт МПС Хаурзмрн, известного как эксклюзивная сцена для глобальных послов и влиятельных модных лиц, Тэхён принимал личные решения, которые не были в официальном расписании или выпуске агентства. Казалось, что решение было принято импульсивно, но измеренно и сразу же вызвало волну волнения в социальных сетях, в том числе на крупнейшей в мире платформе сообщества фанатов, такой как Уиверс. Эта новость впервые появилась от ряда очевидцев и внештатных фотографов, которые случайно обнаружили, что Тэхён покидает место проведения мероприятия «Сырлин» не через главную дверь, а через частную дорожку, предоставленную бутик-охраной. Однако это был не секретный побег, который распространил эту проблему. Но потому, что следующий пункт назначения, который выбрал Тэхён, на самом деле заставил общественность задуматься, почему он отправился в это место, кого он встретил и какова была цель показанного там жеста. Несколько международных модных источников, включая представителей Vogue Korea и Harper's Bazaar, сообщили, что после изящного появления в последней коллекции «Сырлин Аум», разработанной непосредственно Хеди Слиманом, Тэхён не сразу вернулся в гостиницу и не присоединился к другим знаменитостям на запланированной вечеринке. Вместо этого он отправляется в небольшую галерею современного искусства недалеко от района Мари. Галерея известна как независимое пространство, где молодые художники провождают выставки, которые часто являются экспериментальными и политическими, то, что обычно не связано с повесткой дня глобальных послов бренда, таких как Сырлин. Присутствие Тэхёна там не было зафиксировано основными СМИ. Тем не менее, некоторые размытые фотографии с телефонов фанатов, которые, как оказалось, оказались в этом месте, сразу же стали вирусными в социальных сетях, показывая фигуру с физическими характеристиками, похожими на Тэхёна в шляпе и маске, которого видели в разговоре с куратором, указывая на одно из произведений искусства, которое изображает экологический ущерб, причиненный индустрии быстрой моды «Быстрая мода». Это описание быстро вызвало споры. Это форма скрытой критики отрасли, которая также приносит его имя. Посылает ли Тэхён сигналы о своем карьерном направлении или его изменении мыслей? Самая удивительная реакция пришла от Чингука. Всего через несколько часов после того, как фотографии стали вирусными, Чингук загрузил, казалось бы, обычную историю в Инстаграм, короткое видео, на котором он сидит в отеле в Париже, сидя перед стаканом и слушает песню альтернативной группы Radiohead под названием «Ye-Hit Music for a Film». Несмотря на то, что они не упоминают чье-либо имя, выбор песен, полных мрачных текстов и меланхоличной атмосферы, заставляет многих людей спекулировать, это форма кода или эмоциональное сообщение. Чингук подразумевает что-то о внезапном решении Тэхёна? Спекуляции вышли из-под контроля, когда в тот вечер во время короткой прямой трансляции Уиверс Чингук ответил на один из вопросов фанатов коротким, но значимым предложением: «Не все должно быть сказано словами. Некоторые вещи вполне известны в сердце». Это выражение, в сочетании с его усталым выражением лица и красными глазами, заставило некоторых поклонников поверить, что существует эмоциональное напряжение между двумя участниками BTS, которые обычно очень хорошо известны, даже прозванные «Тикук» международным сообществом фанатов. В дальнейшем развитии представители Big Hit Music не дали официального ответа. В коротких заявлениях, отправленных корейским СМИ, таким как Dispatch и Yonhap News, говорится только о том, что вся деятельность артистов находится под полным контролем и никаких внутренних конфликтов не было. Но реальность на поле показывает другую атмосферу. Многие задаются вопросом, почему это заявление было выпущено так быстро и слишком кратко, как будто пытаются закрыть повествование до того, как оно действительно будет развиваться. При ближайшем рассмотрении галереи, которую посетил Тэхён, раскрывает другие интересные факты.
Куратор галереи, франко-алжирский художник Салим бен Кадур, громко критиковал капитализм в индустрии моды и однажды заявил, что мода теперь потеряла свой смысл, потому что она стала инструментом массовой эксплуатации. Когда его попросили подтвердить, действительно ли он говорил с Тэхёном, Салим ответил: «Я не могу подтвердить или опровергнуть, кто пришел в эту галерею. Но я буду счастлив, если кто-то, кто имеет большое влияние, начнет заботиться об экологических и социальных проблемах». Это дипломатическое заявление только усиливает подозрение в том, что идет серьезная дискуссия, и, возможно, дискуссии достаточно, чтобы повлиять на следующее решение Тэхёна. Что еще более запутанно, менее чем за 24 часа официальный аккаунт Серлин Корея внезапно удалил ряд загрузок с участием Тэхёна с мероприятия. Этот шаг сразу же вызывает большой вопрос. Есть ли какая-то напряженность между Серлин и Тэхёном? Действия Тэхёна считаются несовместными со стратегией бренда? Ряд экспертов по брендингу и наблюдателей индустрии моды, таких как Ха Чжун Сок из Корейского университета, заявили, что существует возможность: в мире роскошной моды последовательность имиджа — это все. Когда посол бренда делает что-то, что не соответствует основному повествованию бренда, это может создать молчаливый конфликт. Между тем, само сообщество армии разделено. С одной стороны, многие хвалили Тэхёна за смелость занять личную позицию в разгар давления промышленности. Они видят в этом форму зрелости и мужества, чтобы озвучить ценности, которые больше, чем просто мода и внешность. Однако, с другой стороны, есть и те, кто считает, что это действие слишком импульсивно и создает двусмысленность в общении с поклонниками и может нанести ущерб профессиональным отношениям, которые были построены очень тяжело. Одна из крупных международных фанатских баз, насчитывающая более 1 миллиона подписчиков, даже опубликовала открытое заявление, призывающее ARMY не торопиться с выводами. Что бы ни случилось, мы знаем, что BTS всегда сердцем рассматривают каждый шаг. Давайте верить в этот процесс и дать нашим художникам пространство для процветания, даже если это означает выход из их зоны комфорта. Самое поразительное во всей этой драме — это не тот факт, что знаменитость идет в художественную галерею после показа мод. Однако, как такие действия, которые кажутся простыми, могут вызвать волны интерпретации, анализа и даже эмоциональной тревоги среди миллионов людей. Это отражает то, что каждый шаг Тэхёна и Чингука больше не является просто личным шагом. Они являются коллективным символом, где миллионы людей изливают свои надежды, эмоции и идентичность. Что Тэхён действительно хочет донести своими действиями? Это форма художественной независимости или сигнал чего-то более глубокого, более структурного, может быть, даже более политического? И почему Чингук, который всегда был известен как выразительный, но контролируемый член, кажется таким влиятельным? Есть ли личный диалог или конфликт, неизвестные общественности? По мере того, как проходит время, а официальная информация все еще остается в секрете, общественность может только догадываться. Но одно можно сказать наверняка. Это событие открыло новую страницу в динамике отношений между членами BTS и показывает, что за блеском корейской индустрии развлечений всегда стоит человеческая сложность, которую нельзя сформулировать в одном посте в Instagram или одном уточняющем предложении. Если Тэхён действительно претерпевает художественную или даже духовную трансформацию, то это новая глава, которая заслуживает дальнейшего исследования. Не только потому, что он является частью BTS, но и потому, что каждый его публичный выбор теперь является отражением более сознательного, более беспокойного и более смелого поколения, спрашивающего, кто на самом деле контролирует повествование, индустрию или сам человек. В этой таинственной атмосфере мир ждет не только разъяснения, но и смелость объяснить. Тэхён начал необычный шаг. Теперь вопрос больше не «что он делает», а «куда он все возьмет отсюда?». А тем временем Чингук втайне был слишком суров, чтобы игнорировать.